Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. Ну что, я хочу сегодня сыграть на троллях плюс алхимики через синергию Киры и надеюсь, очень сильно надеюсь, на то, что у меня получится это сделать. Поэтому погнали, берем Тинкероса со старта, я хочу через синергию мехов сыграть и гоблинов, чтобы получить халявные роллы, как-то так. В принципе, тут на самом деле легендарки еще неплохие. Может получится мне и темпларку сделать, пятерочку, там хотя бы в двойку, может апнуть ее через синергию Киры поиграть. Но на самом деле мне бы хотелось через алхимика поиграть, посмотреть, насколько он сейчас мощный будет. Ну и в целом, на что он способен. И буду пытаться целенаправленно это сделать, а там уже как пойдет. Поэтому что? Правильно, на взлет. Так, давай на втором раунде мне хорошенечко приди, там резачок, там давай клокверк. О, гоблин. Гоблин это вообще шикарно на самом деле, то, что он со старта пришел. Еще сейчас блин. Все, теперь остался блинк, мана плюс 40. И шикарно. Вот реально шикарно. Так, запись идет, все отлично. Камера нормальная, в принципе, четко. Так. Вообще, было бы идеально, если бы у меня было все сейчас хорошо по игре. Там сразу алхимик ранее пришел бы, там, может, через мехов, там как-то через гоблина бы мог поиграть. Просто взял гоблина, одну монеточку, оп, в копилочку. Так. Вот это подгон. Вот это, я считаю, хороший подгон. Смотрите, ставлю еще одного гоблина. Что мне тут по шмоткам? Такое себе, это такое себе. Мне надо мана плюс 40. Ну, блинк тоже неплохо, но пойдет, короче. Два блинка, в принципе, это неплохо. Сейчас за этого гоблина, которого я поставил, я получу тоже плюс одну монету. То есть, смотрите, когда вы ставите несколько гоблинов, вот всех разных, допустим, вам пришло 3 гоблина, да, и каждого вы поставите на свой стол, то каждый из вас вам даст по одной монетке с каждого, но один раз за игру. Так же самое это касается второго уровня и так далее, и так далее, и так далее. То есть, каждый новый гоблин дает вам монетку за один раз на игру. Вот, это первый момент. Давай еще. Жалко, резачок не пришел. Ну просто посмотрите, сколько он мне денег добавил. Просто посмотрите, сколько денег он мне добавил. Вот серьезно. Еще один блинк. Да ты издеваешься? Ну, либо 300 хп, либо палка. И на самом деле и то предмет хороший, но я хочу скипнуть. Талисман, конечно, так себе. Ну ладно, блинк по-любому я отдаю сейчас в Тинкера, потому что он будет намного сильнее. Надо клокверка поставить. Или не надо, или так оставить. Мне кажется, так сильнее будет. Ну, посмотрим. Я надеюсь, я не ошибся. Мне кажется, если гоблин-убийцы есть, то... Хотя, наверное, все-таки это была ошибка. Хотя, на самом деле, тут и стол довольно-таки сильный. Давай, Тинкер, не подведи меня. Ну, не подведи. Ну да. Ничья. Красота. Красота-то какая, а? Так, пандочку поставим, посмотрим, получится ли у меня забудет. Так, делаем монетки максимально. 10 монет на 4-м раунде. При том, что у меня в Тинкер в двойку есть панда, 2 гоблина, которые дали мне по одной монетке. Это вообще шикарно, я считаю. Вообще шикарно. А еще, ребят, огромное спасибо каждому за вашу поддержку, за ваши лайки и комментарии, потому что каждый лайк и комментарий продвигает мой ролик в тренды и рекомендации. Я показывал свою статистику в телеграм-канале, прикладывал скриншот, насколько много бустят ваши лайки и комментарии. Поэтому, кто сейчас не поставил свой лайк и комментарий, обязательно поставьте, не забудьте, потому что мне это очень важно. Все-таки, как-никак, ролик в тренды залетает, у нас становится намного больше аудитория. Плюс не забывайте, есть телеграм-канал, ссылка будет закреплена в комментариях. Жалко, конечно, что здесь проиграю. Вот, ссылка будет закреплена в комментариях, там у нас есть чат, в котором мы все общаемся, а также просто я пишу в нем свой личный блог, информацию по игре, обновлениях и все такое. Поэтому не стесняйтесь, присоединяйтесь, вместе все-таки веселее. Я думаю, так сейчас будет намного сильнее, потому что, ну, баф гоблинов, конечно, со старта неплохой. Его бы можно было бы юзнуть. У нас, кстати, еще один, он там, то ли Twitch, то ли что это, ну, тоже чувак. Вот у меня youtube.com, а у него ТВ Темасай. Чисто два дурачка. Ну что, реклама есть реклама. Надо везде пиариться, правильно? Вот. Так. Там, я так понимаю, будут ведьмаки против меня, ведьмак-тролль. Ну, будет такая, знаете, отличная заруба, хотя на самом деле сейчас на ведьмаках очень тяжело играть, вот максимально тяжело. Я бы сказал, вообще нелегко.
вот все-таки классно, что я Агра поставил. Он закастовал на моего Тинкера, и Тинкер 2 раза закастился. Вот просто шикарно. Насколько много импакта он внес. Если бы еще пандочки поприходили, было бы вообще шикарно. Знаете, там, кунг-фу панда, было бы классно. О, мой студент начал мой просмотр. Круто. Что это за подгоны? Вот реально, что это за подгоны? Обалдеть, я еще и в 20 монет вышел. Просто шикарно. Если сейчас мой гоблин будет убивать, то я плюс 3 монетки получу. Это вообще шикарно. Короче, здесь орки я вижу. Скорее всего, орки-боги будут. Или же воины будут. Непонятно, короче, немножечко. Ведьмаки 100% вижу. Но мне кажется, будут здесь воины. Так, я своего ведьмака уберу, но чуть попозже. Мало ли, мне все-таки ведьмаки будут хорошо приходить. Может, я тоже на ведьмаках сыграю. Я на самом деле, я не особо уверен. О, плюс 3 монетки. Боже, насколько же этот гоблин поменял немного игру. Если раньше ты его особо не хотел пикать, то сейчас ты его прям желаешь пикнуть, потому что как-никак плюс 1 монетка или плюс 3 монетки. Плюс еще 2 тинкера в двойку, ребят. 2 тинкера в двойку. Это ж обалдеть. Вот реально обалдеть. Боги. Не, вот тролли нормально. Троллей надо потихонечку покупать. Ну, наверное, все-таки я какую-то фигурку сейчас продам, потому что мне надо выйти в 30 монет. Посмотрите, у меня 8 раунд и 30 монет. Если сейчас проиграю, я продам. Или же сейчас продам. Не знаю, короче, сейчас надо подумать хорошенечко. Хочу ли я продать сейчас, либо чуть попозже. Либо же реально посмотреть, раунд выиграю или нет. Агра оставляю по-любому. Огр все равно как Кира идет. И даже если он в двойку соберется, было бы неплохо. Но вдруг чего, я его сразу продам, потому что он не особо такой важный персонаж для меня. Но 2 тинкера со старта, это прям шикарно. Против меня фуловые орки. Ну как фуловые? 4 орка. О, нет, ну вот смотрите, даже если Вор хоть один разочек закасил свою способность, даже вот в Гоблина, просто посмотрите, 2 раза сюрикен кинул, половину лица снес чувака. Не, я скорее всего здесь проиграю. Ну да, еще и Агро, конечно, Тинкер поймал, ну, кто ж как не Тинкер. Боже, бы вы знали, насколько мне жарко. Блин, я забыл продать одного персонажа, чтобы выйти в 30 монет. Вот дурак. Ну ладно, баф гоблина поставлю. На всякий случай Марси куплю. Потому что она, в принципе, неплохой персонаж. Если будут какие-то хорошие шмотки, то ее можно забустить. Но все равно, смотрите, 9 раунд, 33 монеты. Довольно хороший стол у меня. Ну, реально он хороший, он сильный, я бы даже сказал. Не хватает только резака. Вот если бы был бы резак, было бы вообще песня. Потому что я бы еще халявный роллы имел бы. Это вообще шикарно было бы. Надеюсь, он в скором времени хотя бы придет. Потому что реально у меня неплохой... Ничего себе! Понятно, ведь, ну, я ТБшку уже убираю, потому что, ну, бессмысленно здесь. Тут чел на ТБ играет уже в двойку. Ну, конечно, но тут я уже проиграл как-никак. У него еще неплохо по инкаму. Хотя не, по инкаму у него так себе, 12 монет. Но у него отличный стол, ребят. У него очень хороший стол. У него сильный стол. Цветка, Огр, Марси, Пандочка. Так, ну что, я поставлю цветку сейчас, потому что она механизм, и как-никак это халявный ролл. Там, где на лустрике играет чувак. Да. Немножко такую расстановку сделаю, потому что 2 тинкера, они прыгнут в один угол, а гоблин прыгнет в тот же угол, там, где прыгнут 2 тинкера. И, соответственно, они будут втроем месить одну цель сразу. И это намного будет приятнее, намного быстрее будет все. А если еще мои мехи вызовут... Если мои мехи еще выживут, то я получу халявный ролл. Мне бы очень хотелось халявный ролл. 10 раунд, 35 монет. С таким-то столом это очень сильно. И, блин, если Марси в двойку придет, это будет тоже у меня отличный керри персонаж, который со старта довольно-таки неплохо будет давать лещей. Вот серьезно. Марси в двойку со старта это не хухры-мухры. Это очень сильный персонаж, и с ним придется считаться очень сильно. Мало ли того, что он дебафает по-лютейшему, так он еще и... Ну, кстати, неплохо мне идет. Не, ну острый наручи мне бы хотелось. Сейчас я просто думаю тут, что как сделать. На самом деле... Ладно, Марси я продам, конечно, не нужна она. Я лучше вот
Это тоже неплохо. Хотя на самом деле мне не особо они нужны. Вот я сейчас буду покупать уже потихоньку троллей, чтобы когда алхимик пришел, я сразу фулл троллей выставил. Хотя на самом деле можно будет поиграть немножечко через механизмов и гоблинов. Почему нет? Если мехи и гоблины будут, то в принципе шикарно. Хотя, знаете, мне кажется, я рано волшебников покупаю. Я думаю, конечно, но может быть рановато, мне кажется. Так, запись там не слетела? Запись не слетела. Ну ладно. Тут резак в двоечку. А можно мне? Можно мне резачка в двойку? Пожалуйста. Ну, пожалуйста, можно мне резачка в двойку? Ты и так через воинов играть будешь, я так понимаю. А вот мне резак бы понадобился. У меня как раз для него острый наручи есть. Ну, мне бы очень хотелось. Не, ну... Резак, конечно, очень мощный персонаж, но когда вы остаетесь один на один, у вас есть Тинкер, то Тинкер будет здоров, будет сносить. Какой винстрик ты забрал у него? Я хотел забрать. О, резак пришел. Сюда. Чисто сюда. Так, ча, конечно... Надо подумать. Купить четвертого тролля или не купить. Вообще надо резака сейчас выставить будет. Вместо Клокверка. Или так? Нет, надо выставить. Или не надо? Нет. Я думаю, и так сейчас выиграю, но на самом деле Клокверка надо будет скипнуть немножко. Или цветку. Короче, не знаю, кого-то из них я скипну, но на самом-то деле мне надо резака поставить. Резак все-таки это чистый урон. Вот если бы у меня сейчас был резак, то я бы вытаскивал ничего делать. Одного игра продам, ну, пусть будет. У него, кстати, сильнее намного стол, но мне резак здесь не помог. Вот я только инчу продал, пришла инча. Это издевательство какое-то. Прикольно. Ну, мне нечего добавить больше. Надо быстро в 8 уровень выйти. Минимум 8 уровень. Потом немножечко паролиться. И когда я немножечко паролюсь, будет вот хорошенько. Главное, чтобы мне просто алхим пришел. Ой, хорошенько. Что я несу вообще, а? Будет хорошенько. Поняли? Поняли? 8 возьму, немножко паролюсь, и будет хорошенько. Не, ну тут... Ну, пока я не могу сказать, что это идут у меня алхимики, Кира и тролли. Ну, как-то слабовато. Тут непонятно вообще, что собираются мехи, панды, убийцы. Вообще непонятно реально, что тут собирается. Но в любом случае, мне нравится то, что у меня 50 монет ранник. У меня огромный инкам. Ой, огромная экономика у меня. Реально она огромная. Потому что 73 хп, 50 монет. У меня почти 7 уровень сейчас будет уже. Вот буквально 1-2 раунда. У меня будет 7 уровень. Я даже, наверное, сейчас возьму 7 уровень. Выйду немножко из инкама. Ну, кстати, можно, в принципе, будет и так сделать. Немножечко из инкама вышел. Вот прям чуточку. Вот чуточку. Или все-таки взять 7, или не взять 7. Или волшебника продать. Не знаю, может продам волшебника, либо же так и оставлю все. Или продам 2 огров, если выиграю раунд. Не знаю, я сейчас, короче, посмотрю, что из этого будет лучше, но пока что вот как-то так. Так, ну вот против меня сейчас ведьмак и тролли. Ага, здесь будет дефолтный ведьмачок плюс тролли. Ну, кстати, ничего себе. Нормально он так накидывает. Ну, конечно, и все ракетки полетели в тролля, который накинул на себя щит. Ну, гениально, да? Во. Просто чувак на 5-м уровне меня разорвал. Да. Надо было продать все-таки волшебника и выйти в 50 монет. Тогда бы одну монетку сэкономил. Мне так обидно было бы. Так, расстановочку я делаю такую, потому что сейчас собаки не будут прыгать за спину. И вот эта вот расстановка, я надеюсь, конечно, волки быстрее перепрыгнут, и мои чуваки не будут прыгать за ними вперед. Хотя даже если не прыгнут за ними вперед, у меня 2 чувака будут в углу и, в принципе, справятся. Хотя на самом деле лучше, когда они все вместе, грубо говоря, им прыгают за спину, и они толпой стоят и ей урон наносят. Вот это самое идеальное. Ну и, в принципе, сейчас тоже неплохо было. Они, по идее, все в углу были в одном, и они все в один угол прыгнули. Все равно вместе получается. Просто посмотрите, сколько ракет летит.
Надо как-то Тинкера записать под богами. А ничего себе он идет. Очень хорошо Тинкер идет. Вот серьезно. Наверное, 2 игров продам, либо же волшебника сейчас и куплю 2 вещдоктора плюс Тинкера. Уху. Конечно, ZTZ я беру. ZTZ имбалансная шмотка. Магов там нету, поэтому шар бездны я буду пропускать, а вот ZTZ я сейчас возьму. ZTZ это, ну, реально очень сильный предмет. Очень сильный. Да. Цветка мне не особо нужна. Ну да, огры мне тоже не нужны особо. А в принципе, Тинкер, если в троечку соберется, вообще шикарно будет. Ну, как бы, почему нет? Тинкер в тройку довольно-таки сильный персонаж, на самом-то деле. У него минимальное КД, много урона. Но единственное, что эвейдить этот урон, как 2 пальца об асфальт. Поэтому, ну... Так себе. Ну, знаете, вот, реально немножечко как-то... Короче, в чем прикол? Вот минус Тинкера огромный. Вот смотрите, когда он кастует свою способность, он кастует в тех, которые вот... Ой, что я несу? Все, а ну, откатили время назад. Теперь сейчас скажу правильно. Смотрите. Когда Тинкер кастует свою способность, а фигура перепрыгивает вражеская, то есть огромный шанс, что вражеская фигура все ракетки заэвейдит. Вот есть такой момент. Там фулл звери есть еще. Боже, ну там довольно-таки серьезные персонажи собираются. Еще я смотрю, тут мне алхимик вообще не идет. Где мой алхимик? Я хочу алхимика, срочно. Этот стол-то я ладно, заберу сейчас хоть как-то. Там медузу просто заковырял тычками обычными. В принципе, я возьму лучше волшебника морскую и волшебника демона, который ману высасывает. Мне намного будет поярче. А может получится собрать еще одного гоблина? Что-то... Нет, нет. Так, принта продам. Ну, почему нет? Одну монетку стоит, кушать не просит, можно взять в двоечку, может в троечку, может даже соберу, может получится. Если соберу его в тройку, то в принципе почему нет? Ландрей, опа, почти Тинкер в троечку, почти. Осталось чуть-чуть. Реально, я соберу Хекс в тройку, он, в принципе, реально кушать не просится. А так, синергия Кира возьму с Хава его, еще тролля взять, вот этого с топорами, который в троечку собрать, будет шикарно. Так, тут против меня еще один ведьмак. На, просто, посмотрите. Вот не зря все-таки покупаю эту фигуру, с которой Хекс дает, потому что он только что взял, захексил ТБ, и ТБ просто АФК простоял все это время. Ой, какая красота, ой, какая красота. Кстати, ребят, я в предыдущих своих 2 роликах просил дать мне полноценный фидбэк. Вот мне несколько человек дали его, и я хочу, чтобы вы мне его тоже дали. Не постесняйтесь, уделите минуту своего времени. Предыдущие 2 ролика я комментировал их. Брал свой реплей и комментировал, и я хочу узнать ваш полноценный фидбэк. Несколько человек мне его дали, и я хочу, чтобы вот побольше мне было, скажем так, информации, чтобы понимать, что добавить, может что убрать и тому подобное. То есть мне нужна информация от вас. Поэтому не постесняйтесь, не поленитесь, дайте мне фидбэк полноценный по поводу вот комментирования. И в телеграм-канале я писал о том, что буду, ну, вот, просто опять эти войны здесь собираются. Просто если я сейчас соберу алхимика с троллями, то меня порвут. Но я просто убьюсь сам об себя. Под синергией Киры я просто сам себя убью. Я, конечно, надеюсь, что он раньше вылетит, потому что, во-первых, у него инкама нет, у него 9 монет и 8 уровень. Я думаю, что он раньше вылетит. И, скорее всего, я думаю, ему по шмоткам может не повезти. Там денчик на убийцах и панды. То есть там панды плюс убийца, скорее всего, через Эмбера будет играть. То есть у него будет убийца плюс Эмбер. Вот, знаете, когда не надо, это, ну, Зевс вообще в жизни не придет. Так, может... Все, Тинкер в троечку. Хотя это не овер сильный персонаж, вот серьезно, он не супер сильный этот персонаж, но все равно Тинкер в тройку это очень приятно, почему нет? Еще и тролль в двоечку собрался. Так, расстановку надо ставить. Лучше 4 троллей поставлю. Будет намного приятнее. Потому что как минимум у меня есть тролль. Шикарно. Еще в тройку собрать вот этот хекс будет вообще топово. Буду схавывать 2 персонажей в тройку. Шикарно. Считаю, да.
Надеюсь, и на темпе, конечно, возьму. Так вот, короче, ребят, возвращаясь к своему комментированию предыдущему, сейчас, вот давайте после предметов, секунду, что тут у нас? Яичко как бы хорошо, ну, волшебник тоже нужен, хотя, нет, ну, может, рано пока, или нет. Ну, Киру уже надо оставлять. На самом деле, это дорогой волшебник, я, наверное, его скипну. А Безору 100% беру, очень сильный предмет, плюс у меня еще есть медальон. Поэтому я буду сейчас уклоняться по максимуму, и Тинкер будет иметь намного больше шансов закастить несколько раз ракетки свои. У него сейчас минимальная КД, много урона, еще и 3 ракетки летит. Там, по-моему, одна ракетка наносит... Сколько она наносит? Вот такие не хочу по памяти попытаться вспомнить, сколько она наносит, но не могу. Вот что-то как-то... Блин, забыл реально, сколько ну, эти ракетки наносят урона. Постараюсь вспомнить сейчас. Я не хочу кликать, но постараюсь вспомнить сейчас. Ведь у меня такой, ну, кунг-фу что-то там играет. По-моему, кунг-фу против меня будет играть полная. Но на самом деле я больше всего опасаюсь зверей. Потому что если мне корни кинут, то, скорее всего, я могу откиснуть очень быстро. Если на меня кинут корни. Тут еще 2 лондруида. Да, или мне показалось? А, показалось. Можно посмотреть, как он накидывает красиво эти ракеточки. Я, скорее всего, откисну. Да, я здесь откисну, к сожалению. Потому что что? Потому что ракетки летят почему-то в змеек, а не туда, куда надо. Спасибо тебе, дорогой. А где мой алхимик на 20... О, наныл. Наныл. Еще и волшебник хороший выпал. Шикарно. Так, пора очистить стол, поэтому я этого гоблина, думаю, наверное, продам. Или как лучше здесь? На самом деле... Волшебник пришел, может... Не, ну мне алхимик еще рановато ставить его. Мне как минимум нужен будет 9, чтобы выставить свою фуловую синергию. Но посмотрите, на самом деле у меня не очень стол. Да, есть один волшебник, он за 2 монетки. Тут воины, да? Ну да, воин. Но огромный плюс в том, что он на 8 уровне сидит. Если бы он был на 9, то я бы, скорее всего, Киру алхимика не собирал. Но там надо было бы смотреть его шмотки. Если бы у него шмотки были так себе, то я бы 100% собирал алхимика, потому что просто бы разорвал его. Под алхимик с Кирой я бы просто его пережил бы его возвратку, еще и вынес бы его сверху. Сюда, в копилку фул. Опа, вот теперь, вот это вот хорошо. О, знакомая сборка пишет. Так, давай еще одного. Опа, алхимик. Сейчас алхимика через яйцо сделаю. Или подождать, или сделать. Пять троллей. Не хватает одного. Да, я не буду спешить сейчас, я лучше подожду немножко. И может мне придется сейчас просто алхимики в 2. И я не буду париться на этот счет. Вообще не буду париться. Так, тут убийцы панды какие-то непонятные вообще. Просто я лучше это яйцо оставлю на потом. На 2, там, на 3. То есть, ну, имею в виду на еще одну фигуру в 2, либо в 3. Ну, да все, Тинкер сейчас порвет их всех. Посмотрите, у него сколько там уклонений. У него 2 медальона плюс обезоружь, там просто уклонение тонна. 75% уклонения, ну там где-то 60% уклонения есть. Опа, сюда. Тролль нам нужен. И ты там нужен. О, отлично, улучшение. Агра, наверное, продам сейчас. Алхимик, все, не продам. Не продам, мне нужен огр. А выставить-то я не могу фуловую сборку через троллей. А знаете почему? А потому что... Потому что не могу. Так, все шмотки перекину сейчас в алхимика. Я думаю, алхимик будет намного посильнее сейчас. Хотя на самом деле надо было один блин перекинуть в Тинкера. Да, сейчас алхимик немножко еще слабоватый будет. Еще немного он будет слабоват. Но когда я выставлю синергию Киры, он уже слабоватым не будет. Хотя, посмотрите, неплохо так справился. Хотя там, наверное, больше Тинкер сделал импакта. Либо же тролль. Топоры свои накинул, просто пол стола вынес противника. Так, надо 9. Нужен 9, я выставлю туда волшебников, и у меня будет 6 троллей, плюс... А, ну мне придется кем-то пожертвовать.
Мне 10 нужен будет. Здесь я расстановочку делаю такую, чтобы максимально быстро забрать одного юнита. То есть одного моба. Одного. Ну, кстати, вот я сейчас убрал один медальон, и объясню, почему я это сделал. Смотрите, чем больше уклонений у вашего персонажа, тем каждая вещь дает намного меньше уклонений. И вот 50% уклонений у меня с головой, там где-то 44% уклонения где-то будет. А вот при 3 талисманах, там, наверное, 55, где-то так уклонения. Поэтому выгодно закинуть какого-то другого персонажа, чтобы у него было, ну, хотя бы каждую 4-ю атаку он мог скипнуть. Кстати, надо, наверное, пару предметов уже скипнуть, потому что, ну, слишком много у меня. Опа, алхимик. Боже, я, походу, наныл алхимика, потому что алхимик сейчас идет нечего делать. Еще 9 сейчас взял. 9 взял, потому что хочу выставить фуловую синергию, и, наверное, я уже выставлю синергию Киры. Или же Орка, или же... Не, ну, может быть, синергию Киры. Сейчас посмотрим, короче, как я сделаю. Благодать Дроси, неплохо. Ну, мана мне нужна, ну... О, Мьёльнир и криты. Оба предмета хороши на самом деле, но я взял Мьёльнира чисто из-за того, чтобы я мог как можно быстрее разогнать свою скорость атаки. Поменял сейчас на Тинкера, потому что Тинкера больше хп и больше урона с руки. И, соответственно, я не только сделал это, ну, поменял такими местами, а еще и прочекал других ребят, посмотрел, сколько у них хп, сколько у них атаки с руки. И чуть-чуть я, знаете, пораскидывал им по сторонам, потому что, не дай бог, там у противника какие-то неприятные ну, вот шмотки будут, которые там цепочки всякие и тому подобное. Тебе мне 10 нужно взять, поэтому я, наверное, сейчас подкоплю монеты и сразу себе 10 апну, чтобы выставить свою же фуловую синергию и просто расквашивать людям лицо. Но вот сейчас против меня ведьмак, давайте посмотрим, что я с ним смогу сделать. Боже, как хорошо, что Дум не успел меня Дум закинуть, иначе бы я сейчас просто откис. Давай, погнал, 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 Алхим. Вот пока баф 4 троллей, ну не так сильно смотрится, а вот когда будет баф 6 троллей, вот там уже будет сильно. Блин, может уже придет мне тролль первого уровня. Так, 10 взял. Хорошо. Алхимик. Ах, денег не хватает. Ну, зато, кстати, деньги пришли, когда чел вылетел. Неплохо. На самом деле, лучше волшебников брать демонов, потому что у них с руки урона больше. Вот, допустим, я бы сейчас взял Гримтача и выставил бы вместо морской. Но тогда бы я бы не смог вдруг чего защититься от магии. Ну, кстати, я, наверное, 4 чернокнижника поставлю. Я Тинкера в будущем продам, поставлю лучше 4 чернокнижника. И будет, получается, у меня 6 троллей, Кира через алхимика Керри и... Я, короче, если что, сейчас это сделал для того, чтобы ману себе набрать. Если будет у меня мана плюс 40 хотя бы выпало, я бы намного быстрее себе ману нарегенил. Вот, кстати, оп. Вот если бы сейчас АМ не присосался, точнее, если бы он присосался активненько так, то я бы ничего не смог сделать. Кстати, хорошо, что только что стан закинул у меня Вич-доктор. Просто, ну, посмотрите, как Алхим двойка уже разносит стол противника, ничего делать. Ну, кстати, ну, мне... Я пока, наверное, Тинкера все-таки оставлю. Но это пока. Узко. Зачем мне волшебники тогда? Я надеюсь, что сейчас ошибку не совершил. Вот серьезно на это надеюсь. 6 троллей, Кира. Ну, надеюсь реально, что ошибку не совершил. Но Хускар все-таки это неплохой персонаж. Если я его даже в двойку соберу, я его смогу сожрать, либо оставить, если там против меня маг. А тут вообще, посмотрите, тут бог, маг, еще и панда Эмбер. Но, как бы, алхимик это вообще не останавливает, он просто берет и разваливает. Минус такого алхимика в том, что вы очень мало урона наносите противнику. Очень мало урона наносите. Так, может мана сейчас получится? Давай, мана плюс 40. Прям под заказ. Шикарно.
Короче, минус такого алхимика в том, что у вас будет одна фигура, и вражескому сопернику вы будете носить минимально урона по шахматисту. Вот минимально. Это огромный минус, но сам по себе алхимик очень небалансный. Вот очень. И я бы рекомендовал его взять. Наверное, Бэтрайдер буду покупать, потому что он все равно кушать как бы не просится, но я таки до сих пор не понял, где находится вот этот вот чел под названием Хекс. Тролль в единичку Хекс. Тролль-шаман, ты где? Ну, может, ты уже придешь, ну как тебя призвать, я не понимаю, ребят. Ну-ка, наколдуйте быстренько мне, давайте, вот сейчас пока смотрите, наколдуйте мне, чтобы мне сейчас пришел шаман. Шаман-тролль, давайте. Так, ну смотрим, тык. Вот ты какой. От хила не хватает. Хоть у меня благодать России есть, я свой реген собственный намного, ну, на 20% усиливаю, но все равно, видите, туговато было, туговато очень сильно. Если бы у меня не было шмоток каких-то, то я бы, скорее всего, ну, не такие шмотки были бы, то я бы, скорее всего, откис. Ну, признавайтесь, кто из вас, кто смотрит сейчас ролик, наколдовал мне вот этого челика в тройку. Просто кушать не просится, за одну монетку взял апнул, прям как Тинкера. Может, все-таки волшебников придется сделать, не знаю. Но чтобы сделать себе 4 чернокнижников, мне нужен волшебник будет. По-любому. Сейчас бы Battle Fury какой-то упало, либо МКБ, было бы вообще песня. Лучше, конечно, Battle Fury. Хотя и МКБ тоже прикольный предмет. Почему нет? Тут маги против меня, но... Вот, смотрите, там тролль-ведьмак. Фуловый. Но ведьмаки сейчас они не очень. Я более чем уверен, что он летит топ-5. Боже, ну, алхимия это вообще песня, а не персонаж. Я же говорю, огромный минус в том... Опа. Но МКБ надо, потому что если там, не дай боже, у чуваков будет... Может скипнуть пару предметов. Хотя безоруж сильный предмет, но мне бы криты какие-то, Battle Fury, вот что-то такое. Можно БКБ было бы, чтобы от всех контролей защититься. Не знаю. Но мне нравится вот так вот играть через алхимика. Я же говорю, единственный минус, вот прям огромнейший минус, это то, что если будут против вас воины, они вас просто разорвут в пух и прах. Ничего себе, там маг. А нормальный там маг, у него еще и хп достаточно. 57 хп на 31 раунде. Ну, посмотрите, реально какая баталия. 5 персонажей на 31 раунде. У меня было один раз, когда на 40 раунде 5 человек осталось. И мы пятером дрались на 40 раунде. Это вообще был нонсенс. Жалко, что я не на запись не доиграл. А ничего себе тут... Алхим победил. Ладно. Забираю свои слова назад. Надо шмотки скипать и что-то искать другое. Например, маску. Небесный щит классный. Если и корона, ну... И скипнуть можно было. Но я взял все-таки небесный щит, потому что как-никак это отражение. А против убийц это идеальный предмет на самом-то деле. Потому что они могут крит вернуть свой же. И там чувак просто обалдеет от счастья, когда ему крит в лицо прилетит. Алхимик бы в тройку пришел, было бы вообще песня на самом деле. Я сейчас немножечко в инкам выйду, 50 монет, а потом буду немножко ролиться. Я думаю, ну, я успею 50 монет выйти за несколько раундов. Так, опять этот маг. Ему еще и цепочка пришла, еще и сайленс мне на лицо пришло. Вот видите, кстати, если бы сейчас не было щита отражения, я бы не отразил скилл котла. Давай, детка, давай. Ух ты, хорош. Боже, какой прекрасный мальчик. Вот просто посмотрите, ну золотце. Но отхил мне все-таки нужен. Я, наверное, все-таки 4 чернокнижников я поставлю. Как-никак, 25% отхила это лучше, чем ничего. Наверное, продам одного тролля, либо тинкера продам. Наверное, тинкера придется все-таки продать. Слишком мало чернокнижники отхила дают. Хотя 4 чернокнижника, в принципе, неплохо сейчас. Не 35%, конечно, как в прошлом патче, а 25%, но все равно. Кстати, Ведьмак откис.
Ведьмак откис пятым, как я говорил. Вот сейчас, вот, ребят, он хорошо стартовал на Ведьмаках. Вот реально хорошо. Вот ему просто либо не повезло по шмоткам, хотя вряд ли там у него неплохие шмотки были, но он откис пятым по итогу. Вот как-то так сейчас играет на Ведьмаках. Как-то так. Хорошо, что корни мне сейчас на лицо сразу не прилетели. Если бы мне сейчас корни на лицо прилетели сразу, то я бы, скорее всего, откис. А мне просто повезло. Минус зверь. Отлично. Пока-пока. Давай в next. Кстати, гримтач. Ну, дорогой гримтач. Ну, скорее всего, придется. Хотя сейчас надо шмотки. Сейчас, секунду, надо подумать. Подожди. Ага, ну у меня один Хускар. Что-то подумал, что у меня два Хускара. Там темпларка огромная. Очень огромная темпларка. Но у него вот Квапа есть, и Квапа очень сильный персонаж. Блин, меня сейчас могут забить ногами. А не. Вот видели, насколько щит отражения мне сейчас помог? Ну, меня все равно темпларка забила ногами. Нужно бессмертие, либо что-то такое. Башер идеально бы зашел. Бессмертие, башер, маска на отхил. Вот эти вот предметы идеально бы мне зашли. Так, ты мне не нужен. Гуля лесом. Ну, скорее всего, надо будет поставить чернокнижников. Скорее всего. Вряд ли мне получится так доиграть. Скорее всего, поставлю 4 чернокнижника. Потому что, ну, как-никак, это 25% отхила. Как бы четвертая часть урона. А у алхимика это где-то, ну, 120 хп в секунду. Может, мне просто маска 5-го тира придет. Было бы шикарно. Но на самом деле, было бы шикарно, если бы ко мне пришел Башер. Либо Battle Fury. Одно из двух что-то. Было бы реально шикарно. А Безоруж тоже классный предмет. Вот, кстати, Мьёльнир идеально работает на алхимике, потому что у Мьёльнира нет КД на молнии. Это вообще шик. Возьму уклонение, потому что, ну, потому что надо. Я Безоруж сейчас скипать не хочу. Я его лучше отдам кому-нибудь другому сейчас. Скипнуть-то ничего не могу. Я лучше немножечко подожду. Уклонение у меня есть, это хорошо. И обезруш у меня есть, это вдвойне хорошо, потому что обезруш я буду сразу накидывать темпларки, либо квапе. Лучше, конечно, темпларка. Я надеюсь, что, конечно, темпларки буду накидывать. Плюс замедление атаки я и делаю, хотя... Баф гоблинов поставил. О, посмотрите, какая там темпларка через Киру, боже. Очень сильный персонаж. Я на второго вообще не обращаю внимания, потому что, ну, для меня самый главный это этот первый персонаж Денджи. Его нужно разваливать. Маг мне ничего сейчас не сделает. Просто посмотрите, что я сейчас с магом делаю. Тык-тык-тык. Обалдеть. Ладно. Так, сюда иди, ты сюда иди. Все-таки 4 некра мне надо. Так, ты гуляй. Тинкер, гуляй. Извини, ты уже как бы не нужный. Есть некро, он тебя заменит, я его схаваю. Он вкусный, приятный. Так, надо в двойку, подожди. Так, в двойку одна есть. Хускар. Не, ну Хускара я через яйцо апать не буду. Это без... Боже, я чуть не забыл за Безоруш. Безоруш это очень сильный предмет. О, на темпларку как раз. Видели? Ну что, дорогая моя, как тебе? Че, как дела? Я не понял сейчас. У меня предмет на уклонение 80%. Где мое уклонение? Ты издеваешься надо мной? Где мое уклонение 80% сейчас от моего предмета? Ну, там не 80, конечно, но 60. Но он просто 3 тычками по мне попал. 3 тычками. Серьезно? Мне алхимик нужен срочно. Ну, приди ты в тройку, а? Меня уже маг разбирает. Это уже смешно. Надо скипнуть предметы и...
Блин, о, вот это хорошо. Но на самом деле лучше бы мне бессмертие выпало. Ну, сейчас посмотрим. Но, может, сейчас он ко мне, по мне хотя бы не попадет, потому что это уже смешно. Просто вы без оружия постоял, чел. О, не попадает. Вот это вот теперь шмотка работает. Вот шмотка сейчас работает. Если бы она сейчас не работала, он бы меня, скорее всего, вынес. Тяжелый выбор. Что там по шмоткам? Маска. Только вынес. И смотрите, боже, у меня 21 хп уже. Мне сейчас скоро уже так чердак снесут. Да, я гримтач лучше сейчас куплю. Если апну его в двойку, я бы хотя бы, ну, хотя бы гримтачем буду скармливать своему алхимику. Так, Хускарса безоружен, с хпшкой, в принципе, хорошо. Если бы он еще так быстро не откисал, было бы вообще идеально. У меня и так все люди стоят, ну, подальше друг от друга. О, кстати, я успел скилл закастить, прикиньте, алхимика. Перед тем, как сработал предмет противника, я успел еще закастить свой скилл. И щит отражения только что отразил скилл Зевса. Вообще шик. Вот такое мне нравится, вот такое я беру. Вот с таким я согласен. Боже, какая у нас баталия. Просто. Возьму... Опа. Всё, сюда. 2300 хп. Не, я его оставлю. Я оставлю Хускара в двоечку пока что, потому что там есть маг против меня. Если против меня не было мага, то было бы вот... Хорошо. Я бы его скромил бы. Хотя, на самом деле, Хускар очень сильный персонаж. Он темпларки скидывает невероятно быстро щит. Намного быстрее, чем алхимик, хотя... Хотя нет, наверное, это бред какой-то. Ну, можно мне сейчас алхимик там в троечку уже придет. И вот тролль вот с топорами в троечку. Было бы вообще шикарно. Я бы усилился по максимуму. Ну ладно, я многого хочу реально. Так, что мне упадет сейчас? Давай. Шарбезна. Ну, в принципе, шарбезна сейчас можно юзнуть. Почему нет? Опа! БФ. Кира. Ладно, от магов я сейчас защищусь. Окей. Мне... Да, БФ мне намного... Или скип. Хотя мы там... Да. Ну ладно. От магии я сейчас защитился по полной программе. А вот против противника своего нет. От магии по полному защитился. Кстати, неплохо я сейчас такую темпларочку забрал. Отлично. Только жалко, что я ему по минус 5 даю всего лишь. Мне бы, чтобы мой алхимик пришел в троечку. Было бы вообще идеально. Приходит Гримтач. Но Гримтач тоже неплохо. Но сейчас мага хотя бы я 100% буду жрать. Но в будущем я, наверное, все-таки скипну эти предметы, они бесполезны. Лучше бы я оставил себе Battle Fury и жил бы припеваючи. Хотя на самом деле мы... Ну, против меня мало персонажей останется в конце. Скорее всего, я останусь с убийцей 1 на 1. Вот у меня есть такое предчувствие, что, скорее всего, я сейчас останусь с убийцей 1 на 1. Так, что по магу? Так, маг уже в Хускара накидывает. Видно, отчаялся по полной программе и все в Хускара кидает. Ну, кстати, не понял, они там кунг-фу, что ли? Ладно, мне сейчас пока не до него. Вот теперь, кстати, посмотрите, Гримтач 1500 хп, 160 урона, поэтому, опа, меняем. Даже Некр будет послабее, чем этот Бэтрайдер. Я бы в дальнейшем, наверное, Хускара бы схавывал. Бэтрайдера буду... Хотя... Не, Бэтрайдера я уже в тройку не апну. Там... А, у него 2 кунг-фу. А почему он фуловое себе кунг-фу не выставил? Я сейчас не понял. Он же мог себе спокойно фуловое кунг-фу выставить. Бред какой-то. Вот самый опасный чувак это на темпларке. Серьезно, самый опасный. Тык-тык-тык-тык. Боже, у него есть бессмертие. Ну... Фух. А чё? По алхиму. 44-й раунд. 44-й раунд, а алхима просто нет. Это прикол такой или как? Так, мага я вынес там. Это хорошо.
Это очень хорошо, то, что я там мага вынес. Короче, самое опасное для меня убийца. Маг уже не настолько опасен, у меня есть Хускара, если что, для него. Просто посмотрите, Хускара. Он все в Хускара кидает, а Алхим у меня стоит чилится. Я таки не понял, почему чел не выставил фуловое кунг-фу. Вот кто мне объяснит? Вот объясните мне в комментариях, почему чувак не выставил фуловое кунг-фу. Мне непонятно. 3 хп у мага осталось. Боже, ты можешь уже откиснуть, маг? А? Ну пора уже, пора. Ну, нет смысла Хускара собирать в тройку, я его просто не соберу. Алхимика в двойку моего стрел. Ну ты Криса. Просто Криса. Криса. Стрел моего алхимика. Ну так, ну, за что? Зачем он так делает? Ну так, это некрасиво. Хорошо, что я МКБ себе нашел. Отлично то, что я себе МКБ нашел. Я надеюсь, чувак тоже не найдет вообще себе МКБ и дальше будет промахиваться по мне. Но там Марси с 2 БФами, обалдеть. Боже, посмотрите, как я долго бью этого зверняня. Ну, взлет АЗС упал, отлично. Можно, кстати, было бы, наверное, ману... Опять мне бред падает. О, ну это уже хороший предмет. Этот предмет я скипну, потому что экзорцизм будет намного приятнее шмотка. Вот намного. Так, это можно поскипать. Наверное, ну, шарбезный, хотя, может... Ну ладно, шарбезный я скипну. Криты. Моя радость. Так, молнии... Ну, молнии можно Хускару дать, либо же... Не, ну молнии, да, Хускара я дам. Потому что уклонение мне понадобится. Там у чувака нету МКБ. У него... Боже, посмотрите, он себе 2 Мюллера нашел. Он до сих пор не понял, что ему нужно МКБ, чтобы меня выносить, прям выносить. Зато я Хускара себе усилил. Просто чувака сейчас мага вынес. Надеюсь, меня там денчик не вынес сейчас. Ну-ка, ну-ка. Яйцо. Ну, бэтрайдера в тройку я не соберу. Так, денчика я вынес, минус 9 ему, хорошо. Обезоружить мне надо, уклонение мне надо, мне все это надо. Чисто осталось Кира против Киры драться. На 0 монет, на 0 инкама. Минус в том, что мы друг другу будем по минимуму сносить. Но если он меня вынесет, я думаю, он побольше мне будет носить. Потому что у меня, ну, нету алхимика в тройку. Был бы у меня алхимик в тройку, тут бы вообще, ну, я бы себе уже гарантированную победу прислал. Просто он не понимает, что он по мне вообще не попадает. Хотя у него вот есть... ну, у меня есть щит отражения, конечно, и есть уклонение кучу, поэтому я его выигрываю сейчас. Но... Опа! Сюда! Наныл алхимика в тройку на 48-м раунде. А? Учитесь, ребят. Учитесь наныть. Еще бы тролля в троечку собрать, и было бы вообще песня. Желательно Хускара, конечно. Просто из-за того, что у меня есть уклонение, а чел по мне вообще не попадает. Вот посмотрите, 2 Мьёльнира, уклонение, Кераса, Кира, как бы. Ему МКБ не хватает. Но мне бы бессмертие. Вот если бы у меня был... Он 3 Мьёльнира себе сделал. Серьезно? Он сделал себе 3 Мьёльнира. Зачем? И если бы у него было МКБ, я бы больше чем уверен, он мне выносил бы без шансов. Хотя, ну, посмотрите, видите? Было бы у него МКБ, он меня за бессмертие просто бы стер в порошок. Вот просто бы в порошок стер. Так, эти предметы я скипну, хотя на экзорцизм, наверное, лучше бы оставил. Так, бессмертие, давай. Все, я весь укомплектованный, там без шансов теперь. Вот теперь игра сейчас будет без шансов. Чел меня никаким образом не снесет. Все. У него 3 Мьёльнира, БКБ, бессмертие и Кира. Серьезно? Я уже могу спокойно Хускарова комплектовать. По полной программе причем. Мне надо, чтобы еще Хускар быстро не умирал, потому что чел без блинка, и он может меня чистым уроном Хускара вынести. Вот просто смотрите. Тык, 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 пошел, пошел, пошел. Да даже если меня вынесет сейчас шотом, у меня есть, ну, как бы, бессмертие. Сейчас бы башек еще какой-то, думаю. Давай тролля в троечку. Ну, тролль в троечку. Апгрейд. Просто Кира против Киры. 2 тролля в тройку. Опа, кстати, Рошан. Ну, потная игра на самом-то деле.
Она настолько длинная, чисто из-за того, что мы вдвоем на Кире играем. Но сейчас она уже быстро... 3 Мьёльнира, ребят, 3 Мьёльнира, зачем? Ну ладно. Было бы у него МКБ, он бы не намного раньше вынес. Намного. Я, конечно, надеюсь, что он скипнул. Вот. А посмотрите, как я Рошана долго бью. Посмотрите, какая скорость атаки у Алхима. Мы просто можем во всей красе сейчас посмотреть на Алхимика. 1000 урона с руки. Взгляд Азеса еще упал. Я сейчас его в Хускара закину. Башек. Или МКБ, или Башек. Ну, Башек намного приятнее. Да, тут я согласен с собой полностью. Сейчас я буду башить, надеюсь. Если не буду, будет обидно, печально. Но мне просто даже из основных шмоток нечего поставить в Алхимика. Вот реально нечего. Наверное, играть чуть в другую сторону. Может вообще его... А не, подожди, там же раз в 7 секунд вокруг себя станет. 3 Мьёльнира. А у Алхимика Кираса и Радик. Понял? Не ошибка. Да, Кирасу и Радик нашел. Против такого Алхимика, серьезно? И ваншот, кстати, прилетел только что Алхимик, видели? Не, ну тут без шансов. Просто без шансов, посмотрите. Не, это побоище уже. Я уже даже не знаю, кого здесь собирать, вот честное слово. Давай тролля в тройку еще. Вот Бэтрайдера в троечку собирать еще, да? В двойку он уже пришел, давай в тройку. Он думает, расстановка решает. Серьезно? Он реально думает, что расстановка решает. Не, ну... В принципе... С 3 Мьёльнирами, наверное, да, расстановка зарешает. Просто ваншотнул Хускара мне ОЕшкой. Да... Все. Короче, самая главная ошибка... нет МКБ у противника. Было бы у него МКБ, игра бы была бы совершенно иная. Вот просто посмотрите, ну красиво, реально красивая игра, она потная. Просто чуваку, ну не хватило... Не знаю, чего ему не хватило, почему он так сделал, вообще в целом не знаю. Вот реально не знаю. Был Ведьмак-тролль, не смог вообще затащить никак, его просто перебили. Но я же говорил, что Ведьмаки в этом патче они очень слабые, и я не рекомендую на них играть. Может, не, если оно вам будет идти, ну, прям вообще с порога, прям вас закидывать Ведьмаками будет, да, берите, собирайте, победите. Но, когда против вас такой Алхимик, то я думаю, даже Алхимик двойку перебьет того Ведьмака. Хотя, если Ведьмак тролли с хорошими шмотками, то, скорее всего, Ведьмак перебьет его быстрее. Ну, короче, ребят, вот как сделал вот этот парень, Денчик. Не делайте. Всегда чекайте противника керри, что у него за шмотки. Вот всегда. Особенно, когда против вас такой Алхимик играет. Просто 52 раунда. Он мог меня спокойно вынести. Мог. У него все шансы на это были. У него было бессмертие. Он благодаря бессмертию несколько раз меня вынес. Короче, за такую катку обязательно прожать лайк. Поставить комментарий свой. Что думаете в целом по этой катке? А еще один момент. Вот третий, да, назовем его. Что не так в этом видео? Вот как вы думаете? Вот что не так? Вот напишите в комментариях, что не так с этим видео. А я потом через некоторое время напишу в своем телеграм-канале, который будет закреплен в комментариях. Поэтому подписывайтесь на меня, ставьте лайки, комментарии. И также на телегу подписывайтесь, там у нас чат комьюнити есть. И всем спасибо за просмотр, всем удачи.